Всем привет, друзья! Сегодня хочу показать вам, как сплести вот такие красивые серьги. В последнее время что-то меня затянуло бисероплетение. Началось у меня все с колечек, и потом я уже плавно перешла на серьги. Думала, что мне нужны комплекты. Сначала я сплела вот такое кольцо из бисера, и потом к колечку я попробовала сплести вот такие серьги. Ну, получилось неплохо. Как будто это комплектик. Только здесь уже идут у меня бусинки 2 миллиметра или 3, не помню сколько здесь миллиметров. Видите, они вот такого цвета. Здесь нету таких бусин. Но все равно смотрится, как будто это комплект. Так как бисера я много заказала на сайте Алиэкспресс, и теперь меня вдохновило это все на бисероплетение, и остановиться невозможно. Хочется другого цвета. Сплела такие серьги, потом я сплела вот такие серьги. Вот такой красивый цвет бисера у меня. Потом я сплела вот такое кольцо. Здесь тоже нет черного бисера, но все равно подходит. Тоже похоже на комплектик. Ну и теперь я сплела уже вот такую сережку. Черная с белым и серебряный здесь бисер есть. Капелька серебряная. Ну и думаю, покажу вам, как сплести такую серьгу. Это не сложно. Конечно, это для новичков, кто хочет научиться делать. И будем плести такую серьгу вместе. Сейчас я подготовлю бисер и будем вместе плести. Нам понадобится 3 цвета бисера. Вот такая бусинка, капелька на окончание. Но вы можете поставить любую, какая вам нравится, какая у вас есть бусинка. Швенза обязательно понадобится. Ну и протектор. Протектор я ставила, чтобы потом к нему прикрепить швензу. Вот так вот. Ниточка. Вот такой ниточкой я плету. 12 ЛБ у меня написано. Ну и вот маркировка продавца. Иглами я пользуюсь вот такими. Номер 207. Есть и 315 еще иглы. Но эта игла хорошо проходит и в 15 бисер, и в 11, и в 10. Поэтому я выбрала эту иглу. Берем ниточку, и надо нам отмерить 2 метра, чтобы хватило на одну серьгу. И оставляем примерно 30-40 сантиметров ниточки. Первый ряд у нас будет черных бисеринок. Берем 2 бисеринки и проводим не до конца, примерно оставляем 30-40 сантиметров, чтобы потом прикрепить капельку. И проводим в одну бисеринку иголочкой. Подтягиваем. Бисер у нас должен вот так становиться. Теперь надо пройти еще разочек. Сюда. И обратно сюда в бисер. Провели. Теперь берем черный бисер и серый. И проводим вот ниточка, которая у нас между бисером. Держим 2 бисеринки, которые снизу, первый ряд, провели. И теперь выходим в серый бисер снизу. Вот так. Держим бисер и вытягиваем нить. Всегда придерживаем. Ниточка может
спутаться, но ничего страшного, потихонечку. Надо аккуратно все делать. Теперь берем черный бисер. И здесь мы будем крепиться уже сбоку. Сбоку есть вот так нити, которые мы уже крепили. Между бисером черным и серым проводим иглу. Вот так. И придерживаем. Подтягиваем ниточку. Бисеринка становится вот так. И теперь снизу проходим в этот бисер. Подтягиваем. Держим и подтягиваем хорошо. Вот так у нас становится второй ряд. Теперь переворачиваем. Здесь я буду закреплять. Проходим в серебряный бисер и потом выводим в черный, второй ряд. Вывели. Тем самым это будет как закрепка. В каждом ряду я буду так делать. Вот у нас получилось 2 ряда уже. И так каждый раз мы будем набирать черный бисер и серебряный. Проводим между бисером в ниточку, которая сверху проходит. Вот, видно вам? Вот в эту ниточку. Под ней ставим иглу и проводим. Бисеринки вот так укладываются сами. Теперь, чтобы закрепить, проводим опять в серебряную. Провели. И выходит у нас ниточка из серебряной. Здесь нам надо еще поставить серебряную бисеринку. Проводим в ниточку и потом в бисер. Вот так держим пальчиком бисер и тянем ниточку. И на окончание ставим опять черную. Проводим вот так. И снизу опять в черную, чтобы ее закрепить. Провели. И подтягиваем хорошо. У нас получился 3-й ряд. И всегда переворачиваем, чтобы ниточка у вас была с этой стороны. Я здесь всегда буду делать закрепку. Проходим в серебряную и выходим опять в черную. И подтягиваем обязательно. Здесь всегда в начале у нас будет по 2 бисеринки набор. Черная и серебряная. Проходим между ниточками, под ниточку проводим иглу и подтягиваем. Теперь надо выйти в серебряную. Вот так. Держим пальчиком и подтягиваем. Вот так у нас получается. Тут уже у нас идет 4-й ряд. Видно, то есть не видно, наверное, вам. Уже будем вплетать белый бисер. Так, я положу сюда к себе поближе с правой стороны бисер, чтобы мне удобно было. И здесь уже вплетаем белый бисер. Подводим иглу под нить и в бисер белый. И у нас все укладывается ровненько. Теперь берем серебряный бисер и
также все продолжаем делать. Здесь мы выводим опять сверху, снизу и подтягиваем. Берем черный бисер и здесь уже сбоку проводим иголочку между ниточками. Вот здесь есть ниточки. Вот так вот становится бисеринка, и чтобы ее закрепить, мы проводим нить снизу. Проводим и подтягиваем. И у нас получился 4-й ряд. Вот так. Опять переворачиваем, чтобы нить была у вас всегда с правой стороны. Здесь я делаю закрепочку. Это для того, чтобы бисер стоял потверже, и эти края сильно не загибались. Они будут такие крепкие и не будут гнуться. Закрепили, подтягиваем. И теперь берем. Вот бывает бисер все-таки неровный. Бывает брак. Без этого никуда. Проводим под ниточку. Не становится, помогаем пальчиком. И проводим снизу. И здесь уже вплетаем белый бисер. И снизу. Здесь уже 2 белых бисеринки. Так как у нас расширяется каждый ряд, мы вплетаем по одной бисеринке побольше. Так, вот, видите, да? У нас здесь уже 2 белых. Теперь берем серебряную. Также все делаем. Все так же делаем здесь. Главное понять принцип, и все у вас получится. Руки от меня далеко, поэтому мне трудно попадать. Берем черную и вплетаем вот здесь. Последний ряд всегда так будет. И сюда. Переворачиваем. И закрепляю я. Сразу, чтобы не забыть, провожу ниточку. Вот у нас получилось уже 5 рядов. Всего таких рядов у нас 11. И продолжаем также вплетать черный и серебряный берем. Бывает, путается ниточка или не становятся бисеринки. Помогаем. И здесь уже 3 белых бисера. С белым бисером у нас будет 6 рядов. Нам надо сплести именно с белым бисером 6 рядов. Плетем также все, как я показала, 6 рядов. И потом я покажу, что делать дальше. Вот видите, путается. И 3-я бисеринка белая.
и черную. Черную всегда сбоку крепим. Переворачиваем, делаем закрепку и плетем, где белый бисер, 6 рядов должно получиться. Сделали 6 рядов именно там, где белые бисеринки. Вот 6 рядов у меня. И начинаем 7 ряд. Также вплетаем белый бисер. Здесь у нас в этом ряду нечетное количество бисеринок получается. Поэтому здесь буду я делать уже как бы вплетение следующей детальки, следующего треугольника. Еще одну бисеринку белую проводим снизу, поддерживаем. 3 сделали. Теперь берем черную и уже вплетаем черный цвет. Теперь белые, 3 белых. Теперь плетем последний ряд. Белый бисер. Обязательно подтягиваем, чтобы все плотненько стояло. И еще одну белую бисеринку вплетаем. Подтягиваем и теперь берем уже черный бисер. Вплетаем. Еще один черный. Подтягиваем и плетем дальше белый бисер. 3 белых вплетаем. Теперь серый, то есть серебряный. И последний черный. Между, сбоку. Проводим иголочку вот так сбоку. Там есть ниточка. И к ней крепимся сбоку. Подтянули все. Вот так у нас получилось. Переворачиваем. И теперь нам нужно пройти в серебряную. Проходим. Потом в белую. Снизу уже. Проводим. Еще раз в белую. И в белую снизу. Вот так. И подтягиваем ниточку, чтобы она не все стягивала. И начинаем следующий ряд. Берем черную бисеринку и серую. Берем сразу 2. И проводим между ниточками. Именно где 2 черные бисеринки, здесь проводим 2 под ниточку. Проводим серебряную снизу. Теперь проходим в черную,
чтобы закрепить этот ряд, нам нужно еще раз пройти в бисер и в серый снизу. И подтянули. Хорошо подтянули. Эти две бисеринки легли в новый наш треугольничек в первый ряд. Теперь берем черный бисер и рядышком также его вплетаем. И снизу крепим, подтягиваем. У нас получилось вот так. Теперь переворачиваем и делаем все то же самое. И можем подглядывать в самый нижний ряд первого треугольника. Также плетем все, как и здесь. Одинаково. Берем черную бисеринку и серую. Как я говорила, первые ряды у нас всегда начинаются с двух бисеринок. То есть каждый ряд начинаем вплетать по 2. В серебряную входим и подтягиваем, и они укладываются. Если не укладываются, поправляем. Вот так они становятся. И хорошо подтягиваем. Здесь уже нам нужно вплести еще серебряную бисеринку. Вот, если вам забыли, можно посмотреть ниже. В первых рядах треугольника все можно подглядывать. Это будет то же самое плетение. Конечно, здесь можно делать разные, наверное, рисунки придумывать. Можно разный бисер вплетать. Разные цвета, я имею в виду. Проводим сбоку. Проводим вот иголочку. И опять в бисер. И подтягиваем. Вот у нас получился вот такой треугольник. Начинаем плести второй треугольник. И теперь в следующем ряду у нас будет одна белая бисеринка. Вот я вплела белую бисеринку и заканчиваю ряд. И все делаем так же. Вот смотрите, чтобы не перекручивалась ниточка, а все становилось ровненько. За этим надо следить обязательно. Вот видите, цепляется где-то ниточка. Тоже бывает. Идеально не бывает ни у кого, наверное. И надо подтягивать. И тогда бисеринки будут становиться ровненько все. Переворачиваем. Вот видно, да? Теперь в этом ряду будет у нас 2 белых бисеринки, как вот в этом ряду. И также плетем 6 рядов, где белый бисер, до черного. Плетем. Я сплела третий треугольник, не стала останавливаться на втором, так как я показала, как можно это продолжить. И теперь я покажу, как закончить этот треугольник и уже прикрепить застежку. Проходим в бисер, в серый, теперь в белый, опять в белый, и проходим в белый снизу. У нас должна выйти ниточка вот с этого белого бисера. Теперь мы будем набирать черный бисер и серебристый. Проводим иголочку
под нитку между двумя черными бисеринками. Теперь сюда выводим. И нам надо закрепить этот ряд. Проводим опять в черную и опять в серую. И подтягиваем. Подтягиваем ниточку, и 2 бисеринки становятся на свое место. Здесь мы опять набираем черный бисер и уже проводим иголочку вот сюда, между черной и белой. И снизу проводим ниточку, подтягиваем. Вот так у нас получается. Переворачиваем. Здесь мы будем набирать уже черный бисер и серый. Проводим вот сюда. Потом проходим в бисер снизу и опять в черный, чтобы закрепить, и опять в серебристый, серый, серебристый, и подтягиваем. У нас уже вот становится второй ряд. Здесь мы вплетаем вторую серебристую бисеринку, проводим иглу, все так же делаем и завершаем черным цветом, проводим уже вот здесь вот сбоку и выходим наверх, снизу вверх, придерживаем и подтягиваем. Подтягиваем хорошо, переворачиваем. Здесь делаем закрепочку, проходим в серую и выходим снизу в черную. Хорошо подтянули. И теперь также вплетаем. Берем черную и серую. Проводим между первыми бисеринками под ниточкой. И выводим снизу. Здесь мы вплетаем уже белую бисеринку между двумя серыми. Проводим иголочку и проводим снизу. И хорошо подтягиваем. Вот так получается. Берем серую и проводим и черной завершаем. Подтягиваем. Вот так у нас получается. Перевернули. Набираем черную и серебряную. И здесь нам надо уже уменьшать. Мы сплетем ромбик. Первый пропускаем. Первую две бисеринки пропускаем. Проходим через серую и белую под ниточку. Проводим иголочку. Проходим
в серенькую, подтягиваем, теперь в черную и опять в серую. И теперь подтягиваем все. Вот так подтягиваем. И у нас становятся они на уменьшение. Здесь берем серенькую и проводим рядом. Подтягиваем и берем последнюю черную. И проводим здесь рядышком. Тем самым мы уменьшили ряд. Мы плетем ромбик. Переворачиваем. Подтянули. Набираем черную и серую. Пропускаем первый ряд ниточки, проходим в серединке. Проводим иголочку и также в серую, потом в черную. И опять в серую снизу. И закрепляем. Подтягиваем. Тем самым они становятся. Вот так. Теперь набираем черную. И продолжаем. И хорошо подтягиваем. Вот так получается. Переворачиваем. Здесь мы набираем 2 бисеринки черного цвета. И проходим не в первую ниточку, а в следующую. Вот так. Проходим. Теперь в черную снизу. Сюда. И снизу. Вот так затягиваем. Подтягиваем. Вот так у нас получается. Нам осталось прикрепить протектор. Берем протектор. Проводим иголочку. Вот так. Так как у нас ниточка выходит отсюда, значит, также протектор проводим. Он становится вот так. Теперь проводим сюда. И сразу в бисер. Заводим иглу. Вот так. И хорошо подтягиваем. Смотрим, чтобы ниточка легла на протектор. Теперь проводим иголочкой в бисер и в протектор, чтобы закрепить еще разочек. Вот так. И смотрим, чтобы ниточка улеглась. Вот так. Ее не видно, ниточку. Можно еще разочек закрепить, если позволяет у вас. Ниточка проходит, значит, проведем еще раз. Все. У нас все улеглось. Теперь ниточку надо спрятать. Проходим в бисер. Вот откуда она у вас выходит, видно, да? И потихоньку вниз надо провести по бисеру. Буду я по краю сначала. Можно в любой бисер заходить. Вот, смотрите, я, видите, в серенький зашла.
потом опять можно в серенький. Чтобы нам закрепить это все, нужно провести ниточку как можно дальше. Тем самым она закрепится. Она плотно становится в бисер и уже не двигается. Вот так вот ступеньками потихонечку проводим. Игла позволяет, она тоненькая и проходит хорошо. Только смотрим обязательно, чтобы нить пряталась в бисер, чтобы она не проглядывалась нигде. Вот так вот закрепляем ниточку. Сейчас я чуть дальше проведу и вернусь к вам. Берем горелку, подтягиваем ниточку и обрезаем. Когда вы ее подтягиваете, она потом прячется. И не видно ее уже в бисере. Она спряталась. Теперь дальше берем иголочку, провели вот эту нитку, которая внизу оставалась сантиметров 40, провели в иглу, и теперь нам нужно приделать капельку. Здесь я уже смотрю, чтобы не забыть, как вы плели в первой серьге. Здесь у меня 3 бисера черных. Я набираю 3 бисера и капельку проводим. И опять 3 бисера я провожу. Набираю, то есть бывают бисеринки кривые, да? Я такие убираю. Набрали и проходим в бисер, рядом который проводим иглу, подтягиваем, и у меня вот так вот становятся бисеринки и висит красиво бусинка. И теперь мне надо пройти несколько раз, ну, насколько позволит. Переворачиваю я, прохожу в ту же бисеринку, вот в эту, и потом пройду в бисер и в бусинку. Раза 2. Этого достаточно будет. Подтягиваем. И я пройду все это, покажу дальше. Прикрепила я все. Вывела ниточку. Теперь нам нужно присоединить застежку швенцу. И закрываем. И подсоединили. Вот так получается. И здесь не протрется ниточка. Можно и колечко, наверное, подсоединить, пришить ниточкой. Но я решила сделать протекторы. Тоже неплохо смотрится. Вот такие красивые получились сережечки. Надеюсь, вам понравилось. И я старалась сделать подробно, показать вам. Надеюсь, принцип плетения вам был понятен, и вы попробуйте, сплетете, и вам это понравится очень. Бисер выбрать можно любого цвета, любого даже размера. Я забыла, наверное, сказать, что бисер у меня был 2 миллиметра. Вот, и теперь я думаю, может быть, сплести к этим сережечкам колечко. Есть у меня вот такой кабошончик. Видите, да, авантюриновое стекло. И я думаю, с белым бисером, с черным, может быть, и серебряным попробовать сделать колечко к этим сережкам. Ну, если, конечно, вы напишите, что вам нужно, и будет много комментариев по поводу колечка, тогда я попробую сплести на камеру, сделать видео. Ну, а вы мне напишите, было вам полезно, интересно, понравилось ли вам
такая идея сережечки сделать. И посмотрите, сколько можно играть с цветом, какие получаются шикарные серьги. Любого цвета можно сплести, можно и рисунок здесь красивый придумать. Я думаю, если бисер еще взять большего размера, тоже попробовать сделать. Можно здесь бусинки красивые пришить. Здесь можно играть и играть с размером и цветом бисера. Ну а я жду от вас комментариев. Напишите мне, будет интересно ваше мнение, понравилась вам или нет такая идея. Но это, конечно, для новичков. Ну а кто не подписался, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления. Ну а я с вами не прощаюсь, до скорых встреч. Всем пока!